Ну, наконец-то, последняя сводка в этом году. Правда, никаких новогодних перерывов не будет, так что через неделю, как ни в чем не бывало, уже следующий выпуск. Первая сводка со мной на этом YouTube-канале появилась еще в марте. И вот, 9 месяцев спустя, я говорю спасибо всем тем, кто продолжает следить за этими роликами. Также напоминаем, что команда CIT проводит сейчас фандрайзинговую кампанию, чтобы и в наступающем году мы продолжали работу. Если вы хотите нас поддержать, и при этом вы живете не в России, то все необходимые ссылки есть в описании ролика. Опасная ситуация на фронте сейчас касается двух его участков. Первый – это район атаки на Великую Новоселку. Помимо того, что российские войска фактически сформировали полуокружение Великой Новоселки, захватив села Новый Комар, Благодатное и Сторожевое, также сейчас они взяли под свой контроль все дороги с твердым покрытием, идущие в Великую Новоселку. Одна из этих дорог идет в сторону Гуляй-Поля. Ее российские войска взяли под свой контроль, продвинувшись около села Нескучное. А вторая идет на север от Великой Новоселки и проходит через захваченное село Новый Комар. С этого района поступают видеозаписи с атаками украинских сил на российские позиции. ВСУ пытаются разблокировать дорогу в Великую Новоселку. Второй опасный участок фронта касается Кураховского направления. В прошлой сводке я рассказывал, как российским войскам для окончательного окружения укрепрайона Курахова достаточно пройти 3 километра до Константинополя и физически перерезать трассу Н-15. Теперь же поступает противоречивая информация о судьбе самого города Курахова. Некоторые исследователи, например, военный обозреватель издания «Бильд» Юлиан Рёбке, а также Институт изучения войны, заявляют, что город захвачен полностью. Другие же проекты, в том числе украинский мониторинговый проект Deep State, отмечают, что бои за часть жилых массивов продолжаются, и рано говорить о полном захвате. Я скорее именно с этим согласен. Мы все еще не видели от российских военных каких-нибудь видео, демонстрирующих полный контроль над городом. А пророссийские военкоры пишут, что бои за город продолжаются. Другой вопрос, что несмотря на опасность ситуации на этих двух участках фронта, линия соприкосновения здесь последние пару недель не двигается. Украинский обозреватель Константин Машевец объясняет это тем, что у России не хватает ресурсов, чтобы вести наступление сразу на нескольких направлениях. Поэтому сейчас они отдают приоритет Покровскому направлению. Там мы действительно видим продвижение российских сил. К юго-западу от Покровска они на днях захватили село Украинка. Накапливают пехоту в захваченной ранее Новооленовке и атакуют в сторону Новоелизаветовки. Двигаются на запад от села Новотроицкое вдоль реки Соленая. И здесь им, кстати, осталось меньше 8 километров до административной границы Донецкой и Днепропетровской областей. Также российские военные ведут атаки по направлению от практически полностью захваченного поселка городского типа Шевченко на северо-запад через село Песчаное. Скорее всего, они пытаются этими действиями перерезать сначала железнодорожное и автомобильное сообщение Покровска с поселком городского типа Межевая, а затем аналогичным образом перерезать железнодорожную ветку и автомобильную дорогу М30Е50, идущую от Покровска в сторону Павлограда. В целом, темп продвижения российских войск действительно заметно упал по сравнению с ситуацией, например, начала декабря. С чем это связано? Пока вопрос. Многие могут вспомнить анализ «Медузы» относительно федеральных выплат за заключение контракта с Минобороны России в третьем квартале уходящего года, согласно которому темп набора добровольцев сильно упал. Однако сейчас самый конец четвертого квартала. Для меня все еще невероятно, чтобы эффект проявился только сейчас, много месяцев спустя. Поэтому пока не будем спешить с выводами. Может быть, это еще отчасти связано и с дефицитом техники. Ибо эта неделя выдалась какой-то особенно урожайной на видео, где российские военные ведут штурмы, внимание, на легковой, небронированной технике. Подобные видео были замечены на Торецком и Покровском направлениях. Что касается Курской области, которая особо интересна нам ввиду участия в боях на этом направлении солдат Северной Кореи, то там за неделю нет каких-либо изменений по линии фронта. При этом стабильно появляются в сети все новые фото и видео с убитыми или ранеными корейскими солдатами. И вот на неделе была одна заметная ситуация с якобы захваченным в плен корейским солдатом. Лично мне кажется, что никакого захвата в плен в той ситуации не было. Это уже додумки читателей, так сказать. Все началось с фотографии, где украинский солдат позирует для фото, как бы поддерживая рукой полулежащего корейского солдата. Я тогда еще коллегам сразу сказал, что как-то этот кореец вообще живым не выглядит. И в тот момент еще не было всех этих слухов про якобы захваченного в плен солдата. Более того,
буквально за день-два до этого снимка был другой, на котором мы видим явно того же корейского солдата, лежащего на земле, убитого. Как мне кажется, и это просто моя догадка, украинский военный с фото изначально позировал с телом убитого в боях корейского солдата. И, скорее всего, он делал снимок для какого-нибудь своего узкого чата со служивцами, друзьями из других подразделений, как бы показывая: смотри, что тут у нас есть. А дальше уже кто-то вынес из чата эту фотографию в общий доступ без подводки, что это мертвый солдат КНДР. И кто-то, видимо, подумал, что он на самом деле живой, а значит, захваченный в плен. И побежал дальше распространять эту фотографию уже с новой подводкой по всем телеграм-каналам. Отсюда и появилась новость про первого захваченного в плен корейского солдата. В подтверждение моей догадки есть публикация от сослуживцев украинского солдата с фотографией. В своем телеграм-посте они пишут, что кто-то использовал их фотографию для вброса про пленного солдата, пытаясь просто хайпануть на этой теме. А на самом деле информация о пленном – фейк. И вы можете возразить, что вот, есть официальное подтверждение от южнокорейской разведки. Но одно дело, когда мы видим официальный пресс-релиз южнокорейской разведки на их сайте, и такое было по первым сообщениям о переброске солдат КНДР в Россию. А совершенно другое дело, да, об этом пишет южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на некого законодателя, который в свою очередь ссылается на неких представителей разведки Южной Кореи. Сколько я читаю подобного рода сообщения, у меня постоянно возникает ощущение, что кто-то из депутатов Южной Кореи просто хайпует на теме, сам находит сообщения в интернете про якобы попавшего в плен корейского солдата, переводит эти сообщения на корейский и выдает в местную прессу. Кстати, в понедельник Нью-Йорк Таймс писал, что американские разведслужбы пришли к выводу, что это была идея Северной Кореи, а не России, отправить корейских солдат на войну. И я с самого начала похожим образом комментировал сообщение об отправке солдат Северной Кореи в Россию. Российская группировка войск на этой войне оценивается в более чем 500 000 человек. Так что отправка 10-15 тысяч солдат явно произошла не для того, чтобы существенно повлиять на войну. Я считаю, что Ким Чен Ын решил отправить своих солдат в Россию, чтобы его армия, а в особенности офицерский состав, набрались опыта современной войны 21 века. Со всеми глушилками, беспилотниками, авиацией и противовоздушной обороной. И вот главную новость недели сотворили российские ПВОшники. Аккурат накануне Дня войск противовоздушной обороны. В среду, 25 декабря, украинские военные в очередной раз запустили беспилотники в сторону регионов Северного Кавказа. Как и в случае предыдущих атак по объектам в Чечне, эти беспилотники были сделаны на базе самолетов Аэропракт А-22. После предыдущих атак было очевидно, что даже в условиях дефицита установок противовоздушной обороны Рамзан Кадыров сможет, пользуясь связями и влиянием, выбить для своего региона дополнительные комплексы ПВО. В ходе отражения утренней атаки беспилотников в среду было зафиксировано применение зенитного ракетно-пушечного комплекса ПВО «Панцирь-С-1». В тот же самый момент в воздушном пространстве над регионами Северного Кавказа оказался борт азербайджанских авиалиний, следовавший из Баку в Грозный. В 8:16 утра по местному времени пилот самолета доложил диспетчеру о столкновении с птицами и отказе управления. Пассажиры самолета уже после крушения говорили, что слышали взрывы снаружи самолета в районе хвоста, которые пилоты и приняли за столкновение с птицами. Сейчас уже очевидно, что это были взрывы зенитных ракет комплекса «Панцирь-С-1», операторы которого приняли самолет азербайджанских авиалиний за один из беспилотников, участвующих в воздушной атаке. Сколько именно зенитных ракет взорвалось около самолета, одна или несколько, неизвестно. На дальнейших кадрах крушения самолета мы видим, как пилоты пытаются взять управление под свой контроль. Самолет то пикирует, то уходит на набор высоты, то опять пикирует, то опять уходит на набор высоты. Это явно говорит о том, что есть какие-то проблемы с управляющими поверхностями крыльев и в целом оперением самолета. На кадрах изнутри самолета, снятых еще до столкновения с землей, мы видим следы пробития фюзеляжа поражающими элементами. А на кадрах, снятых после крушения, отчетливо видны на хвосте самолета следы поражения зенитной ракетой. Многим тут же вспоминается сбитие малазийского Боинга над Донбассом в июле 2014 года, когда российские ПВОшники спутали его с украинским военно-транспортным самолетом. Также вспоминается январь 2020 года, когда военные корпуса Стражи Исламской революции приняли только что взлетевший из аэропорта Тегерана борт украинских авиалиний за американские крылатые ракеты, летящие по объектам в Иране. И сбили его
2 ракетами комплекса ПВО «Тор». Даже в рамках нынешнего полномасштабного вторжения российские ПВОшники много раз отмечались огнем по своим. В промфильных телеграм-каналах и сообществах это давно стало наболевшей нерешаемой темой. И вот буквально 10 дней назад были последние сообщения об очередном сбитии российским ПВО своего же вертолета К-52, из-за чего погиб весь экипаж. Сейчас уже появилась новость, что Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и, цитирую, «принес извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». И также в сообщении Кремля говорится, что в разговоре было отмечено, что следующее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. А в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения. Эта формулировка извинений – это, конечно, нечто. И кто-то может скажет, нет, понятно, почему он именно так сказал. Ведь официальное расследование еще не закончено, черные ящики не расшифрованы, все обстоятельства не выяснены. Все так, но мы же говорим об извинениях перед пострадавшей стороной в довольно очевидной ситуации. Вот эта формулировка «извините, что это произошло в нашем воздушном пространстве» как минимум спорно, как максимум оскорбительно для азербайджанского народа. 38 человек погибло при крушении этого самолета. В эти дни я встречал в Твиттере, как разгоняли конспирологию, будто бы для самолета специально закрывали российские аэропорта и запрещали посадку в Грозном и Махачкале, якобы чтобы он рухнул в Каспийском море. Господи, какая бредятина. На самом деле это полнейшая чушь. Согласно правилам ИКАО, то есть правилам Международной организации гражданской авиации, диспетчер аэропорта действительно может закрыть и запретить посадку. Это правда. Но согласно этим же правилам, эти указания диспетчера носят рекомендательный, а не обязательный характер. Всегда, во всех случаях без исключения, окончательное решение за командиром воздушного судна. Даже при запрете диспетчера он может посадить самолет в закрытом аэропорту, если считает это необходимым для обеспечения безопасности. И в этой ситуации диспетчер обязан будет обеспечить самолету безопасную посадку в аэропорту, даже несмотря на запреты. Поскольку именно командир воздушного судна отвечает за безопасность людей на борту, именно он решает, где и когда будет садиться самолет. Видимо, пилоты не понимали всю серьезность ситуации, действительно подумали, что столкнулись с птицами, а обычно это ничем критическим не заканчивается. Тем более, что тяга в двигателях потеряно не было. Если бы они знали, что через несколько минут у них откажет вся гидравлика, они, очевидно, сели бы в Грозном. В «Нью-Йорк Таймс» вышла заметка о том, что у Украины кончаются дальнобойные высокоточные ракеты, такие как «Атакамс», «Storm Shadow» и «Скальп-G». Со ссылкой на высокопоставленных чиновников НАТО говорится, что за все время полномасштабного вторжения США поставили Украине около 500 ракет «Атакамс». На самом деле это немало, поскольку мы прикидывали давно, сколько у США было в запасе таких ракет. И у нас получалось где-то 2-2,5 тысячи. В статье пишут, что на момент привлечения России к боевым действиям корейских солдат у Украины осталось около 50 ракет «Атакамс». С одной стороны, я здесь отмечу дурацкую стратегию американских чиновников, которые постоянно боятся эскалации и оттого все время придерживают передачу запрашиваемых вооружений. В итоге, помощь, приехавшая с большим опозданием, как правило, в ответ на российскую эскалацию, оказывается не такой эффективной. С другой стороны, я бы на месте украинских военных, зная, что у вас ограниченный запас этих ракет, сконцентрировался бы только на одном типе целей. Например, решаем, что бьем только по комплексам С-300, С-400, на другое не тратим. А поскольку в итоге чуть-чуть ракет потратили на комплексы ПВО, чуть-чуть на склады боеприпасов, чуть-чуть на аэродромы, чуть-чуть на полигоны с солдатами, эффект оказался размазанным и не оказал влияния даже на тактическом уровне. В статье вспоминается и Великобритания, чиновники которой говорят, что уже дали Украине столько ракет Storm Shadow, сколько могли, а больше нету. Неудивительно, ведь Великобритания по-прежнему не возобновила производство этих ракет, несмотря на очевидную востребованность. Как и Франция, которая до сих пор не возобновила производство ракет Скальп-G. С приходом к власти Трампа с ракетами «Атакамс» станет еще сложнее. Он уже высказывался не так давно, что считает ошибкой решение дать право Украине бить таким оружием по территории России. В этом году в рамках инициативы содействия украинской безопасности часть денег выделили на заключение контрактов на производство ракет «Атакамс» для Украины.
но там количество совершенно незначительное. Но вот по части Франции есть и другие новости. А именно, Франция закончила подготовку пилотов и механиков на истребителе «Мираж-2000». Так что когда-то в первом квартале наступающего года мы увидим в украинском небе еще одну модель западного самолета. И пока что ожидается 6 истребителей. Вот такие новости у нас были на этой неделе. И это была у нас последняя сводка в этом году. Но не волнуйтесь, время пролетит быстро, и буквально через неделю мы увидимся с вами снова здесь. Так что я поздравляю вас с наступающими праздниками. Обязательно отдохните, проведите время с семьей. Но через неделю, чтобы видел вас всех здесь. До встречи и пока.